Здравствуйте, дорогие зрители! Я рада вас приветствовать на канале Тортомания. Сегодня хочу вам показать и рассказать о своем личном опыте, как можно научиться писать надписи для торта. Обычно пишут надписи растопленным шоколадом, глазурью, также айсингом, и для надписей также используют некоторые крема. Но я недавно открыла для себя новый материал для надписей. Это смесь для декорирования. Этот рецепт я сделала недавно и выкладывала уже на канале. Ссылка на рецепт будет в описании под этим видео. Лично для меня эта смесь очень удобная для этого типа декора, для написания надписей. Намного удобнее, чем растопленный шоколад, айсинг. Готовые надписи из этой смеси остаются еще какое-то время плотными, но гибкими. Поэтому очень большой плюс, что надпись можно регулировать, можно изогнуть, можно подправить. Я вам покажу, как писать надписи в вольном стиле, то есть это будет наш неповторимый стиль. И также как писать по сканам. Можно писать как надписи, так и красивые буквы, большие, маленькие, то есть большой спектр работы. Все рабочие сканы, которые будут на этом видео, вы можете также для себя скачать. Это формат А4, распечатать и также работать. Рабочие сканы я скидываю к себе в телеграм-канал. Ссылка также есть в описании под видео. Чтобы писать красивые надписи, нам надо немного потренироваться. Лучше всего делать на рабочем крутящемся столике. То же самое мы можем делать на этой подложке. Только она должна быть твердая. Для того, чтобы приклеить пищевую пленку на поднос, мы слегка смачиваем обычной водой. И только после этого пленка будет хорошо держаться. Обтягиваем крутящийся столик. И теперь нужно хорошенько разровнять. Убираем лишнюю влагу, которая, может быть, образовалась, чтобы поверхность была сухой. Смесь помещаем в кондитерский мешок и берем насадку номер 1 круг. Вот такое небольшое количество нам надо, так чтобы нам было удобно держать в руке. Перед работой, если вам нужно, смесь можно окрасить в любой цвет. В первую очередь нам нужно немного привыкнуть к этой смеси, то есть почувствовать, какой она плотности, как она выдавливается из мешка. Мы начинаем с самых простых шагов. Мы тренируем руку выдавливать смесь в нужном нам направлении и нужное количество. Начинаем с коротких пробных линий. Здесь нужно соединить два процесса. Нужно почувствовать силу давления на смесь и движение руки одновременно. Фиксируем точку, давим на мешок и двигаемся по направлению. Сила нажатия руки на мешок должна быть одинаковая все время во время движения. И только в конце мы прекращаем давить на мешок. Если мы уменьшаем силу давления на мешок, тогда линия становится тоньше. И также наоборот, если мы увеличиваем давление на мешок, то линия становится толще. После коротких движений переходим к более длинным кривым. Рука должна быть хорошо натренирована, поэтому кроме ровных линий мы делаем волнообразные. Также пробуем нарисовать овал либо круг. Вот такие, казалось бы, очень простые упражнения помогут нам натренировать руку. После того, как мы уже чувствуем мешок, смесь, то есть мы чувствуем, что мы можем правильно отсаживать и в то же время правильно двигаться, мы можем попробовать написать первую букву, которые пишутся легко, и также буквы большого размера. Вот даже для начала можно потренироваться на обычной бумаге, написать букву на листке, и рука запоминает движение, вам будет легче ориентироваться и писать уже смесью. Такие тренировки нам нужны для того, чтобы мы могли писать в своем вольном стиле. Мы просто развиваем свой почерк и учим руку работать со смесью и мешком. Буква М пишется одним махом, без отрыва. Берем еще одну легкую букву, это буква В.
После того, как легкие буквы у нас уже более-менее получаются, мы можем пробовать более сложные. К примеру, буква «П». Мы ее также часто используем в слове «поздравляю». Она пишется у нас уже с отрывом. Нужно еще учитывать, если мы потом текст будем переносить на торт, то мы должны писать буквы таким способом, чтобы буква была одним целым. Если у нас уже место закончилось, что мы делаем? Мы соскребаем всю смесь. Выбрасывать ничего не нужно, мы будем ею также потом пользоваться. Это все для практики, это кушать никто не будет. Очищаем рабочую область и продолжаем дальше практиковаться. Следующий этап. Мы учимся писать большие и маленькие буквы. Начнем с буквы А. И смотрите, если где-то у вас какие-нибудь неровности, берем тонкую кисточку и аккуратненько все исправляем. Буква А достаточно простая и легкая. Вот буква Б будет посложнее. Делаем пробный вариант. Не очень красиво, убираем. Пишем одну букву до тех пор, пока у нас не получится более-менее красивая буква. После того, как мы освоим более-менее большие и маленькие буквы, пробуйте написать первое слово. Выбирайте самое легкое и самое короткое. Перед тем, как тренироваться, напишите это слово на бумаге. Не забывайте, что все буквы между собой надо соединить либо переходом, либо соединить букву с буквой красивой завитушкой. После того, как вы научитесь писать большие слова, переходите к маленьким. Я имею в виду размер. Легче всего писать уже по готовому тексту. Берем обычный скан на бумаге, может быть любое слово, помещаем его в обычный файлик, только он должен быть чистым. И вот сверху прямо пишем. С помощью тонкой кисточки исправляем все неровности. Помните, что все буквы в слове должны быть соединены, чтобы надпись можно было перенести целиком. И оставляем надпись подсушиться. Желательно на 12 часов. Снимаем надпись с файлика и можем прямо крепить на торт. Если надпись нам не нужна в данный момент, то мы ее можем хранить. Упаковываем надпись в пакетик, плотно закрываем, чтобы там сохранялась влага, чтобы надпись не высохла и не покрошилась. Надпись останется слегка гибкой и плотной, поэтому ее очень легко крепить на круглый торт, ну и на разные неровности. И покажу еще один способ написания красивых больших букв. Начинаем с кругов. В дальнейшем в этих кругах будут находиться бусины. Вот, нарисовали 4 круга. Подровняем, если что-то где-то не так. И теперь идем по завитушках. Давим на одном месте, пока не заполнится кружок. И потом начинаем двигаться по завитушке. Рука не прекращает давить, просто мы начинаем двигаться. И в конце отпускаем. Не забываем также о кисточке. Если нужно, сразу поправляем. Посмотрите, как удобно учиться писать на поворотном столике. Мы можем развернуть нашу букву в любом направлении.
Помните, что все элементы, которые мы рисуем раздельно или прерываем линию, потом ее дополняем, нужно внимательно посмотреть, чтобы все элементы были соединены между собой, чтобы эту букву потом, когда будем снимать с пленки, чтобы она была одним целым. После того, как мы написали, также оставляем сушиться минимум на 12 часов и снимаем букву с файлика. Буква легко снимается. Как вы видите, она гибкая и плотная. Да, кстати, хочу сказать, что надписи из этой смеси на креме не тают. Можно, в принципе, использовать на любое кремовое покрытие. Ну и в конце покажу, как она будет выглядеть в золоте. Вот я сейчас окрашу золотом букву М. Вот золотом окрашиваем непосредственно перед тем, как мы делаем торт и будем крепить эту букву на торт. Вот у меня здесь золотой кондурин, я развожу на спирте. И сейчас мы покрасим. Спирт очень быстро высыхает, поэтому спиртом удобнее всего красить. И вот поехали. Вот смотрите. Вот так. Аккуратненько, аккуратненько красим. Ждем, пока оно высохнет. И крепим к торту. От себя хочу добавить, девчонки, не бойтесь. У меня тоже раньше были проблемы с писанием надписей, но, как видите, у меня уже более-менее получается. Так что, девчонки, не бойтесь, берите инструменты в руки и вперед. Тренируйтесь, набивайте руку. Чем больше у вас будет практики, тем лучше будет качество надписи. Даже если сначала не будет получаться, ничего страшного. Надо тренироваться, практиковать, и результат будет обязательно. На этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего, хороших результатов. До следующего выпуска. До встречи.